Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Как вы знаете, в начале апреля я отправился в большое путешествие. Я уже добрался до Польши, нашел интересные заброшенные места и снял несколько выпусков. Жесть! Тут походу кто-то живет. Офигеть! Это походу копейка. После я приехал в Варшаву и начал изучать город, но все пошло не по плану. Меня задержала полиция за попытку залезть на крышу небоскреба, а после, по стечению обстоятельств, меня посадили в тюрьму на 2 месяца. Слава богу, спустя 48 дней тюремного заключения меня выпустили, и я смог вернуться домой в Ригу. Если вам интересно, как меня задержали, за что посадили в тюрьму и что я пережил за это время, более подробно я рассказал про эту ситуацию в телеграм-канале. Ссылка будет в описании. А сегодня мы посетим заброшенную базу отдыха в Польше. Тут есть все необходимое для отдыха. Уютные домики со всеми вещами, кафе и аттракционы, а главное – красивая природа. Вот только самих людей здесь нет. После я решил прогуляться до лесного озера и нашел в лесу кое-что действительно жуткое. Приятного просмотра! Смотрите, дерево, увешанное костями. Добрался я до Польши и сейчас пробираюсь через вот такой классный хвойный лес. И где-то здесь должна быть заброшенная база отдыха. Вон уже показались первые домики. Надо теперь найти дырку в заборе. Далеко идти не пришлось. На улице плюс 20 градусов. Поют птички. Все зеленое. Как будто бы уже лето. Хотя сейчас только середина апреля. Домик номер 16. Закрыто. Немного странно себя ощущаю. Когда выезжал из Риги, у нас было градусов плюс 5, может, днем. А здесь плюс 20. Просто из прохладной весны переместился в лето. Первый домик на 2 человек. А нет, смотрите, на 4.
Ой-ё! Крыша прогнила. А здесь ванная. Ох, природа здесь, конечно, шикарная. Два домика в одном. Кровати, подушки, одеяло. Все на месте. Эх, да, природа берет свое понемногу. Смотрите, даже мангал есть. Смотрите, качели, карусель. И, похоже, даже небольшой бассейн. Класс. Помню, в детстве на таких катался. Карусели, кстати, до сих пор крутятся. Удивительно. На таких качелях я в детстве очень любил кататься. Ох. Вот сколько раз перекрашивали эти качели. Тут желтый, зеленый, красный, оранжевый. Все цвета. Посмотрим, что это за здание. Ой-ё! Сколько тут разных мошек. Жесть. Холодильники. Так, это Снайге, если не ошибаюсь, литовский. Ну, похоже на столовую.
Дача. А дальше не знаю. Столы. А вот барная стойка. Ох, можно было тут заказать кофейка и посидеть попить на природе. Газеты на польском языке. Такс. 2021? А здесь 2014. Тоже 14. Вот так с виду. Ну, лет 5 это все заброшено. Как минимум. Вот окошко для выдачи еды. И там сама кухня. Интересно, какие в Польше тарелки? Дома посмотрю, что за клеймо. Эх, не ругайте меня, забыл перчатки взять. Это кухня. Шкафчики для работников. Комната отдыха, возможно. И туалеты. Фух. Сейчас испугался немного. Показалась собака. Но нет, это лошадь-качалка. Класс. Бедная лошадка. Стоит, грустит одна. Опа! Спиртное. Самые разные напитки. Это похоже на холодильник для мороженого. Склад игрушек детских. Так, я вообще хотел зайти на кухню и отвлекся. Это, походу, склад
продуктов. И вон через окошко с улицы их подавали. А тут сама кухня. Вот плита, наверное, была большая. А там я был. Обеденный зал. Вот написано по-польски «кухня». Здесь такая классная летняя терраса. Это, возможно, был фонтан раньше. Интересное место, конечно. И мне здесь очень нравится. Такс. Это домик сторожа и въезд главный. Жаль все-таки, что я не знаю польского. Вот здесь кухня. Телевизор и кровать. Ежедневник сторожа. Ой-ё! Что с ним стало? Так. Интересно. 2018. Значит, в 2018 сколько? 7 лет назад это все еще работало. Ой, провалился. О, смотрите, бабочка. Одеяло для домиков. И какой-то журнал 2006-го. Похоже, что-то про польских путешественников. Вот автодача. О, смотрите, сколько автодач. Закопане. О, я знаю, там невероятно красивые горы. Хотелось бы тоже когда-нибудь там побывать. Красотища. А вот разные планировки и виды автодач.
Классная вещь. Так-то дом на колесах. Такс, это, походу, все были вещевые склады. Вот гора постельного белья, похоже. Запасные двери и одеяло с подушками. А это похоже на чью-то мастерскую. Тут, наверное, обитал человек, который присматривал за всеми этими домиками и чинил их. 2000-й. И смотрите название месяцев по-польски. Так, вот сейчас апрель. Это душевые. И умывальники, как в пионерлагерях были. Здесь уже туалеты. Со второй стороны все то же самое. Это значит мужские душевые и женские. Я так думаю, внутри все эти домики будут примерно одинаковые. Тут целая лесная поляна с этими домиками. Надо найти нетронутый домик. Интересно, вот сколько людей здесь могло одновременно отдыхать? Ну, я думаю, что больше сотни. Кто-то выбил окно. Многие домики разрисованы. Эх, в Польше тоже есть вандалы и мародеры.
Снова потолок обвалился. Причем странно, потому что крыша целая. Может, это его специально содрали. И здесь комнатка на 3. Туалет все-таки был в домиках. Круто. Везде примерно одинаковая картина. Бутылка щелкнула. Вот интересно, хоть это и Польша, но это база отдыха. Напоминает мне типичную базу отдыха советских времен. То есть все предельно похоже. Еще мне очень нравится этот хвойный лес. Такой же, как у нас в Юрмале на берегу залива. Ух ты! Практически нетронутый домик. Здесь даже запах такой, не знаю, свежий, что ли. Домик номер 37. Ого! А здесь порядок. Снова мангал. Это выглядит так. Заходи и живи. Кровати, одеяло, подушки, мебель. Все на месте. Слегка прибрать, и можно жить. Домик номер 38. Вот если в одном домике, судя по кроватям, могло жить 4 человека, значит, где-то 150 человек могли здесь отдыхать одновременно, что весьма немало. В общем, ладно, вроде все обошел. Не знаю, есть ли тут какая охрана, но пока меня никто не заметил, лучше пойду на выход.
Ух, какая красота. Гуси летят. Ё-моё! Это что такое? Смотрите. Дерево, увешанное костями. Это кости. Здоровенная кость. Размером, наверное, как человеческая. Жесть. Чей-то скелет, походу. Ё-моё, смотрите на это. Длинный скелет, вот. Позвоночник и морда какого-то зверя. Тут все дерево просто в черепах. Вот это пасти различных животных с зубами и даже с клыками. Их кто-то прибивал, а нет, подвешивал вот так на гвозди специально. Что это за звери? Знать бы еще. Может, если кто из вас охотник, сможет определить, чьи вот это пасти. Но самое интересное — это вот этот здоровенный скелет. Наверное, 2 метра в длину. Это какой-то был очень крупный зверь. Вот его морда. Это передние конечности. А здесь задние конечности. Помимо этого, тут много разных черепов, больших, и вот есть поменьше. Все дерево буквально ими увешано. Одновременно интересная и жуткая находка. Вот, смотрите, череп с рогами. Это вот черепа поменьше.
Впервые вижу столько черепов, костей животных в одном месте. А снизу лежат уже кости и различные суставы. Она закопана. В общем, напишите в комментариях, если кто узнал, что это за животное. Чьи это пасти, черепа, кости. И самое интересное, чей же этот здоровенный скелет. Фух. В общем, после базы отдыха я захотел прогуляться до вот этого озера лесного. Оно здесь неподалеку. Но увидеть вот эти черепа я никак не ожидал. Вообще, скажу я вам, это какое-то странное место. Глухое озеро посреди леса. И кто это сделал? И самое главное, зачем? Может, это язычники или сектанты тут проводили жертвоприношения? Жуть. Даже не знаю, что сказать. Опа! Знаете что? Походу, здесь кто-то обитает. Костер жгли не так давно. Ладно. Пока не объявились обитатели этого места, пойду-ка я отсюда. Что ж, дорогие зрители, спасибо всем за внимание. Счастливо и до скорых встреч. А я отправляюсь исследовать новые заброшенные места в Польше.